Никогда не ешьте куркуму с этими тремя продуктами. Вы можете думать, что добавляете в рацион что-то полезное, но в некоторых сочетаниях куркума может быть не только бесполезна, но и опасна. И эти ошибки часто совершают даже те, кто следит за питанием и старается вести здоровый образ жизни. Проверьте, не делаете ли вы так же. Поехали. Куркума — это специя, которую веками используют в Индии не только как приправу, но и как средство для поддержания здоровья. Там она часть культуры. Ее добавляют почти во все блюда, делают из нее лечебные пасты, отвары, используют в аюрведе, традиционной индийской медицине. Причем не как какой-то магический порошок, а как то, что реально работает в быту. При простуде, при расстройствах пищеварения, при болях в суставах. И что самое интересное, сегодня науку все больше интересует то, что индусы знали задолго до появления лабораторий и исследований. Главное активное вещество в куркуме называется куркумин. И именно оно отвечает за все полезные эффекты. Куркумин дает тот самый яркий цвет и обладает выраженными противовоспалительными свойствами. Причем здесь речь не о каком-то маркетинге, это уже давно изучают в медицине. Его даже сравнивали с обезболивающими препаратами при легких болях и воспалениях. Конечно, это не то же самое, что выпить таблетку, но как дополнительная поддержка вполне рабочая штука. Куркуму принимают, когда хотят поддержать организм изнутри. Есть данные, что она помогает печени, улучшает пищеварение, может снижать уровень воспаления, а в некоторых исследованиях даже улучшала состояние при депрессии и тревогах. Опять же, речь не о чудесах, а о регулярной поддержке, которую вы можете встроить в свою жизнь. Куркума также работает как хороший антиоксидант. Это означает, что она помогает клеткам справляться с окислительным стрессом. Говоря проще, с тем, что ускоряет наше старение и изнашивает наш организм изнутри. Поэтому ее часто включают различные системы омоложения, программы антистарения и нутрицептические подходы. Не потому что это модно, а потому что она действительно влияет на глубинные процессы. Но, и это важно, все зависит от формы и дозировки. Просто добавлять куркуму в еду — это хорошо для вкуса. Но если вы хотите почувствовать пользу, нужно понимать, как и сколько ее использовать. И вот тут многие допускают ошибки, о них, кстати, дальше. И тут начинается самое интересное. Потому что многие уверены, если я добавлю куркуму в кашу или просто посыплю ей еду, то я уже молодец. Но, увы, это почти не работает. Почему? Все дело в том, что вот это активное вещество, куркумин, само по себе очень плохо всасывается в организм. Он с трудом проходит через стенки кишечника и почти не попадает в кровь. Поэтому сколько бы куркумы вы ни съели, пользы может быть совсем немного, если вы не учли пару важных нюансов. И первое — это куркума всегда работает лучше в жирной среде. Масло, кокосовое молоко, сливки — все это помогает ей усваиваться. Второе — это черный перец, да, обычный перец. Это особенно важный момент, поэтому поговорим поподробнее об этом чуть позже. Отсюда мы выявляем обычное сочетание. Это жир, перец и куркума. Это базовая формула, без которой толку просто не будет. Теперь по дозировке. В исследованиях, где куркума действительно давала ощутимый эффект, использовались экстракты куркумина в дозировке от 500 до 1000 мг в день. И обязательно в сочетании с перцем. И таким образом они получали вот эту капсулу высокой концентрации. Если вы пока не принимаете эту добавку, а хотите просто поддержать здоровье на фоне, можно делать так. 1 чайная ложка куркумы плюс немного жира плюс щепотка черного перца. Например, в теплом растительном молоке или тушеных овощах. Это, конечно, не заменит экстракт, но даст легкую поддержку организму, особенно если вы будете это делать ежедневно в течение 2-3 недель. Потому что один раз это просто для вкуса, а не для пользы. С куркумой важно не просто добавлять ее в еду, а понимать, как этот механизм работает. Тогда и эффект будет, и смысл в ее применении появится. Мы уже говорили, что куркума плохо усваивается сама по себе. И вы наверняка заметили, что я несколько раз упомянул черный перец. И это не случайно. Потому что если говорить о куркуме без перца, это как пытаться включить лампу, но при этом не всунув вилку в розетку. Вроде все на месте, но не работает. В черном перце есть вещество пеперин. Оно и само по себе может усиливать обмен веществ. Но главное, оно помогает усваиваться другим веществам. И в случае с куркумином это критически важно. Без пеперина куркумин практически не попадает в кровь. Организм его как бы видит, но не использует. А если добавить щепотку перца, биодоступность, то есть то, что реально усваивается, увеличивается в 20 раз. А это уже не домыслы. И этот факт подтвержден неоднократно различными исследованиями. Почему же это происходит? Если очень просто, пеперин временно замедляет работу ферментов в печени, которые обычно разбирают куркумин еще до того, как он начал действовать. И тем самым он дает ему пройти дальше, попасть в кровь и начать работать. И что важно, не обязательно добавлять пол-ложки перца. Достаточно добавить всего лишь щепотку. Этого уже достаточно, чтобы увеличить
действие куркумы в несколько раз. И в этом простом нюансе ключ к тому, чтобы эта специя, которая есть у вас на полке, действительно начала работать на ваше здоровье. Кстати, с куркумой часто происходит одна из двух крайностей. Либо ее превозносят как волшебное средство от всего на свете, либо пугают страшными последствиями. Может вызвать кровотечение, может повредить печень, ну и так далее. Правда, как обычно, где-то посередине. И здесь важно понимать разницу между пользой и вредом. Потому что даже самый полезный продукт может оказаться опасным, если принимать его без понимания контекста. Куркума действительно полезна в правильной дозе, в нужной форме и в нужной ситуации. Но если подойти к ней с идеей «чем больше, тем лучше», или начать комбинировать с другими сильными средствами без разбора, можно получить обратный эффект. Ну, например, у человека может быть повышенная чувствительность желудка, или он принимает препараты, разжижающие кровь, и тут он добавляет куркуму как бы для здоровья. Но как раз в этом случае она не поможет, а скорее усилит проблему. То же самое касается добавок. На рынке сейчас много вариантов с непонятной дозировкой, без стандартизации, без пеперина. Человек пьет капсулу, думает, что лечится, а на самом деле ни эффекта, ни пользы, а иногда даже какие-то побочные реакции. Поэтому здесь главный вопрос: не полезна или не вредна куркума, а в каком контексте она используется. С правильным подходом она работает как мягкая поддержка для организма. С хаотичным может мешать. Именно поэтому я за то, чтобы всегда сначала разобраться. Особенно если речь о куркуме идет не как о специи, а как о добавке. А если говорить о ней с точки зрения мужского здоровья? Это тема, о которой мало говорят, хотя стоит. Начнем с самого простого. Куркумин помогает снижать хронические воспаления. А именно они часто стоят за усталостью, лишним весом, вялостью, снижением тестостерона и другими проблемами, которые с возрастом у мужчин встречаются все чаще. Он помогает клеткам не залипать в режиме воспаления. А это уже важно для сосудов, суставов и при восстановлении после физических нагрузок. Кстати, есть данные, что куркума помогает поддерживать нормальное состояние предстательной железы. Особенно это актуально ближе к 40-50 годам, когда многие мужчины начинают замечать частые позывы в туалет, снижение либидо или просто неприятные ощущения внизу живота. Куркумин как раз здесь может стать частью поддержки. Особенно в сочетании с цинком, селеном и жирными кислотами омега-3. Он, конечно, не лечит, не заменяет врача, но помогает, если принимать разумно. Кроме того, куркума может быть полезна для контроля уровня сахара в крови и веса. Она влияет на чувствительность к инсулину. А если есть живот, энергия на нуле, инсулин повышен. Это все цепочка, в которой куркумин может стать одним из элементов коррекции. Ну и не забываем про восстановление после тренировок. Многие мужчины жалуются на тяжелые мышцы и долгое закисление. Куркумин как раз помогает снять воспалительный фон и ускоряет восстановление после нагрузок. Это особенно важно для людей, которые продолжают тренироваться после 35-40 лет. Так что, если говорить просто, куркума может стать отличной добавкой к вашему режиму против воспалений, гормонального баланса и в качестве поддержки сосудов и мозга. Главное не переборщить и учитывать все. И если обобщить все, о чем мы сейчас говорили, куркума это про мягкую, но системную поддержку. Не резкий эффект, как от таблетки, а фоновое действие, которое со временем может влиять на многие процессы. Ключевое направление здесь это воспаление. Куркума помогает снижать его уровень в тканях. Это особенно важно, если вы испытываете постоянную вялость, есть лишний вес, ухудшился сон или появились хронические боли. Все это часто связывают именно с воспалительным фоном, который часто тлеет в организме, и куркума может здесь сыграть роль пожарного. Дальше больше пищеварение и печень. Куркуму принимает как натуральную поддержку работы ЖКТ. Она стимулирует выработку желчи, улучшает пищеварение жирной пищи, помогает при чувствах тяжести. Для печени это тоже полезно, особенно если в рационе много обработанных продуктов, лекарств или алкоголя. Следующий важный шаг это сосуды и мозг. Куркумин может поддерживать эластичность сосудов и улучшать микроциркуляцию. Есть исследования, которые выяснили, что он также положительно влияет на когнитивные функции. А это память, внимание, скорость реакции, в общем, своего рода профилактика от деменции. А это особенно ценно с возрастом. Люди, которые ощущают туман в голове, забывчивость, рассеянность, прекрасно понимают меня сейчас. Наконец, иммунитет. Здесь важно, куркума не повышает его, как любят говорить в рекламе, а скорее помогает ему работать сбалансированно. То есть не перегибать в сторону воспалений, но и не допускать провалов. Особенно это актуально при смене сезонов в хронических заболеваниях или когда вы себя чувствуете на грани простуды. Но здесь важно понимать, что куркума не дает моментального эффекта. Это история про накопительный эффект. И если вы уже что-то для себя делаете, следите за питанием, принимаете какие-то добавки,
добавки. В общем, заботьтесь о себе. Куркума может стать частью этой системы. Главное не строить на ней фундамент всего этого, а использовать как кирпич в общей конструкции здоровья. Итак, мы уже говорили, что куркума вещь мощная, но даже самый полезный продукт может принести вред, если использовать его без понимания. Особенно это касается тех, кто любит экспериментировать с БАДами или считать, раз натуральное, значит полезное. Первое, на что стоит обратить внимание, это прием лекарств. Куркума может усиливать действие препаратов, которые влияют на свертываемость крови, например, аспирина или антикоагулянтов. И если вы совмещаете куркуму с такими средствами, это может повысить риск кровотечений, но не сразу, только в накопительном эффекте. Второй момент — это проблемы с ЖКТ. У людей с чувствительным желудком, гастритом или повышенной кислотностью куркума может вызвать раздражение, тяжесть и даже спазмы, особенно если принимать ее натощак и в больших количествах. Третий риск — это патологии печени или желчного пузыря. Да, куркума может поддерживать печень, но если есть камни в желчном, непроходимость или активное воспаление, ее желчегонный эффект может усугубить это состояние. В этом случае лучше проконсультироваться с врачом. Ну и наконец, беременность или прием гормональных препаратов. Здесь все дело в том, что куркума может влиять на гормональный фон, поэтому в этих случаях лучше не экспериментировать без консультации врача. Смысл всего, что я говорю, не в том, чтобы бояться, а в том, чтобы подходить осознанно. Куркума — это не чай с лимоном, это активный нутриент. Если у вас есть особенности по здоровью, хронические заболевания, вы принимаете какие-то лекарства, лишним не будет посоветоваться со специалистом. А если все в порядке, просто соблюдайте меру и не пытайтесь усилить эффект на глаз. Итак, как и обещал, 3 продукта, с которыми куркуму лучше не сочетать. И не потому, что она станет бесполезной, а потому, что в этих комбинациях может навредить. Особенно, если есть скрытые проблемы по здоровью. И первое — это имбирь и чеснок, сразу отмечу, в больших количествах. Оба этих продукта, как и куркума, влияют на свертываемость крови. Если вы используете их вместе, эффект может усилиться слишком сильно. Особенно это опасно для тех, кто принимает антикоагулянты или у кого в принципе плохая свертываемость. Это не значит, что их нельзя есть вместе вообще. Но если вы пьете добавки, настойки или в принципе любите специи, будьте осторожны с дозировкой. Второе — это алкоголь. Куркума участвует в обмене веществ через печень. Алкоголь тоже. Вместе они создают дополнительную нагрузку на нее. Особенно это касается людей с жировым гепатозом, воспалением печени или просто для тех, кто регулярно выпивает. В такой ситуации куркума не помогает печени, она ее добивает. Третье — это сыры крестоцветные в больших объемах. Это брокколи, капуста, цветная капуста. Сами по себе эти продукты полезные, но у чувствительных людей могут вызывать вздутие, тяжесть и спазмы. Особенно если желудок активно реагирует на клетчатку или есть синдром раздраженного кишечника. Если вы добавляете куркуму в блюдо с большим количеством капусты, тогда лучше тушить, а не есть в сыром виде. Здесь важно понять, что куркума отлично работает, но как и с любым инструментом, важно не переусердствовать. Но и это еще не все. Хотите узнать, какие 7 продуктов должны быть в каждом холодильнике? Посмотрите это видео, там я рассказал, как закупаться продуктами правильно.